Привет, дорогие друзья! С вами Ева, и вы находитесь на канале Ева Рейки Travel. И сегодня мы с вами находимся, та-да-дам, конечно же, в Мандарин Ориенталь. Все уже узнали по этому месту, наверное, кто бывал в Бодруме, прекрасно знает эту локацию. И вы знаете, я в последние деньки такого, знаете, вот вернулась к нам второе бабье лето. Вы не поверите, сегодня 28 октября, и я нахожусь просто вот в юбочке, в футболочке. Практически все уже закрыто в Бодруме, но Мандарин Ориенталь всегда закрывается последним. И сегодня, в конце этого сезона, хочу подвести итог вам и рассказать про этот отель, сравнить его с новыми открывающимися роскошными отелями Scorpios, Max Royal и со всеми остальными, показать вам, что есть на территории отеля и почему, мне кажется, до сих пор этот отель самый лучший в Бодруме. Погнали! Конечно, в этом отеле очень приятное, роскошное лобби, в котором можно сесть на таком прекрасном диване, насладиться этим прекрасным видом. В нижней части лобби, спускаясь по лестнице, вы попадаете в прекрасный ресторан и бар. Здесь можно устроиться за чашкой кофе. Я часто здесь бываю с друзьями или гостями. Прекрасное место пригласить своих друзей, которые прилетают к вам бодрым, чтобы здесь позавтракать или просто выпить чашечку кофе. Знаете, еще буквально 2 года назад в Бодруме не было, на мой взгляд, конкурента отелю Мандарин Ориенталь. Но 2 года назад открылся отель Макс Рояль и Скорпиос, 2 отеля, собственно, на огромной территории. И в тот сезон в том отеле был просто аншлаг. Никто практически не останавливался в Мандарин Ориенталь, практически все ездили в Макс Рояль. Но в этом году ситуация совершенно поменялась. Ну что, друзья, я расположилась на этой замечательной террасе в саду отеля Мандарин Ориенталь. Хочу вам рассказать, что происходит вообще с роскошным отдыхом в Бодруме. Какие отели, какой выбрать, на что есть смысл тратить деньги или нет. И если вы любите изысканный, элегантный отдых, где вы действительно будете чувствовать себя расслабленно, вас не будет напрягать музыка, окружающие вас люди, это будет безупречный сервис. В общем, сравним отели, сравним пляжи, сравним инфраструктуру. И мне кажется, вы согласитесь со мной, что спустя даже сколько уже лет Мандарин Ориенталь открыт и открываются новые и новые отели, никто не может составить в Бодруме конкуренцию отелю Мандарин Ориенталь. И я знаю, о чем говорю, потому что в этом году я была резидентом Scorpios, у меня была Гурапас, и я имела доступ во все activities, во все части Scorpios, и на пляж, и в спа, и в йогу, и в ресторан, и на вечеринки. И, в общем, я знаю просто всю внутрянку этого отеля и этого бич-клаба. И вы знаете, есть, конечно, определенные плюсы, я их в этом видео вам расскажу, но есть и много нюансов, которые вы должны знать, прежде чем отправляться в Бодрум. Ну, в общем, я допиваю чашку кофе и начинаю свой рассказ. Погнали!
Я оставлю здесь ссылочки, где вы сможете найти мои видео из Max Royale Scorpio. 3 или 4 видео за весь сезон я записала, и вы сможете, так же, как я сегодня сделаю обзор и покажу отель Мандарин Ориенталь, также вы сможете оценить и посмотреть атмосферу Max Royale и Scorpios. Почему я их объединяю? Потому что, по сути, это одна территория. То есть, если вы живете в Scorpios, вы можете прогуляться даже пешком до отеля Max Royale. Хотя в чем нюанс и разница, в том числе для меня, плюса Мандарин? В Max Royale вам всегда и везде нужна баги. Понятно, что жарко, но даже если у вас просто есть желание прогуляться, походить ножками, понаслаждаться природой, то в Max Royale, в Scorpios у вас такой практически возможности нету. Вам нужно выйти из номера, сесть в баги, доехать до ресторана, доехать до бич-клаба. То в Мандарин все-таки не так. У вас есть возможность подняться туда наверх, там прогуляться по магазинам, здесь прогуляться в сад, спуститься. Вы даже на тот же пляж можете при желании, это буквально 3 минуты, спуститься пешком без баги. Конечно, в жару гораздо удобнее это сделать на баги, но в любом случае такая возможность есть. Я вот сидела и думала, в общем, в видео я оставлю ссылочки, вы посмотрите, сидела и думала, ну как же построить это видео, что вам рассказать? И пока я думала, как построить, я поняла, что в принципе, если вы любите люксовый отдых, если вы хотите хороший сервис, вы хотите вкусную еду, вы хотите хорошие виды, хороший пляж и так далее, вам совершенно нету смысла выбирать Max Royale. Друзья мои, правда, я сначала подумала, может быть плюс, то, что действительно одна территория, вы можете в любой момент пойти на пляж Scorpios или пойти в ресторан Scorpios, но вам в любом случае нужно бронирование, вам в любом случае нужно брать баги. В принципе, и на баги можно добраться также из Мандарина Ориенталя, они также вас могут отвезти на территорию Max Royale. Это буквально где-то в районе 10 минут, да, но перемещение даже от Scorpios парковки до самой территории, это тоже занимает 5-7 минут. Вы посмотрите мои видео, я там как раз об этом очень много говорю. Поэтому вот если брать вот все пункты, которые есть, вы знаете, я подумала, ну классно же, все-таки новый отель. Ну вот действительно, единственная классная вещь, которая есть в Max Royale, это то, что это новый отель. Уровень сервиса там ниже, кухня там ниже, атмосфера самого пляжа мне вообще, там, знаете, насыпной такой белый песочек, который входит в воду, но потом начинается, собственно, настоящее Эгейское побережье, ничего такого. И из-за того, что этот пляж прям такой пологий, там очень много деток, то есть там просто детский сад, поэтому, ну, не знаю, мне этот пляж совершенно не понравился, и если вы хотите такой размеренный отдых, где между вашими шезлонгами будет приличное расстояние, хотя бы 2, 3, 4 метра, то вам однозначно стоит обратить внимание на Мандарин Ориенталь. Какие есть плюсы в Max Royale? Что это новый отель. Если вы много-много-много лет уже отдыхаете в Бодруме, каждый день приезжаете в одни и те же отели, но вам хочется действительно как-то сменить картинку, обстоятельства и так далее. Вы меня спросите, почему я не ставлю в сравнение в эту линейку, например, Лужа и тот же Титаник, которые пользуются у людей очень большим таким спросом. Все просто потому, что я была в этих отелях в обоих, и мне лично не нравится. Я не люблю вообще ту бухту. Я считаю, что там такая достаточно стоячая вода. Там, собственно, вида никакого нету. Если здесь вы вот смотрите, я сейчас вам покажу, смотрите, вот мы с вами сидим. Посмотрите, какой роскошный вид. Там вот пляж. Там дальше Scorpios, вы видите? Там Scorpios, Max Royale. Это очень-очень красивый вид. Поэтому тут даже не сравнится. В тех отелях, в Титанике и даже в Max Royale там есть красивые виды. Вот, кстати говоря, наверное, виды Max Royale и виды в Мандарин Ориенталь, в принципе, на одном уровне, вот как я люблю, красивый далекий горизонт, вид на море. То есть это да, то есть действительно, в этом смысле они могут конкурировать. Но в целом, вы знаете, я когда задумываюсь о Мандарин Ориенталь, смотрите, здесь есть все бутики, вам даже не нужно ехать в Великовак-Марину. Здесь есть Dior, Louis Vuitton, Chanel даже бутик. Что там еще? Cartier. Вот я смотрю, там еще Blue Mint, Вака ресторан, Вака магазин. То есть абсолютно все бутики есть. То есть вам не нужно выезжать в Великовак-Марину на шопинг специально, допустим, да, вы можете все это сделать здесь. Вот, поэтому территория, прогулки, близость пляжа и самое главное, что пляж в Max Royale, как я уже, не знаю, говорила или нет, я что-то запуталась, второй дубль, мне кажется, пошел, что пляж, хоть он пологий, да, в Max Royale, но из-за этого там очень много детей, там буквально детский сад, там как отель в Анталии.
Поэтому, если вы хотите действительно такого хорошего, размеренного, спокойного отдыха с приятной музыкой, то, наверное, Мандарин Ориенталь все по-прежнему самый лучший вариант. Что я вообще еще хотела вам сказать по поводу Мандарина Ориенталь? Единственное, вот, наверное, две вещи, в которых они конкурируют, Макс Рояль и Мандарин Ориенталь, это, наверное, все-таки первое, это виды. И, в принципе, что это роскошный отель, понятно, но в чем, наверное, может быть, единственное, может быть, лучше Макс Рояль, так это в том, что отель, конечно, новенький. Я вот даже здесь сижу, видеть диванчики, все уже немножко уже потертое, то есть все в идеальном состоянии, но все равно уже чувствуется, что отель уже поживший, то есть не первой свежести. Там, конечно же, все пахнет еще ремонтом, там все классное, свежее, все очень здорово. Поэтому, если брать кухню, сервис, локацию, по всем пунктам Мандарин. То есть, не получилось у них сделать отель лучше, потом нужно понимать, что Мандарин Ориенталь это все равно отель с мировым брендом, где вам, совершенно другой сервис. А кто поймет, я люблю останавливаться в Мандарин Ориенталь, вот я останавливаюсь в Дохе, мне очень там понравилось. И локации, и сервисы, завтраки, и вид, все было прекрасно. Поэтому Макс Рояль подойдет, наверное, тем, кто уже бывал в Бодруме очень много раз, кто останавливался и в Мандарине, в Луже, и в многих других отелях, и хочет для разнообразия остановиться в каком-то другом отеле. И вот можно, наверное, попробовать остановиться в Макс Рояль. И только поэтому. Вот, поэтому, не знаю, не нашлось. Вот я сидела, думала, сейчас я такой список сделаю, прям табличку плюсов нету. Не по всем пунктам какой не возьми. Этот отель, где я сейчас нахожусь, Мандарин Ориенталь, даже спустя это время он лучше. Вот, поэтому такие дела. Ну что, давайте подрезюмируем. Я бы выделила, наверное, самые такие популярности и потоповости отели в Бодруме такие. Значит, на первом месте в любом случае я поставила бы Мандарин Ориенталь. Большая территория, хороший пляж, сервис, чисто, бутики, огромная зеленая территория, сосновый лес вокруг. Сплошные плюсы. Если минусы, наверное, цена только, да, если в high season она высокая. Вы поняли. Может быть, немножечко вам показаться далековато. Если вы любите тусовки, то этот отель, конечно, не для вас. Но если вы уже зрелый человек, то и вы любите такой элегантный отдых, то Мандарин Ориенталь это именно до вас. Дальше поехали. У нас на первом месте Мандарин. Дальше я бы поставила, наверное, даже не Макс Рояль, а я бы поставила отель Edition. Там действительно хорошая кухня. Вы очень близко находитесь к Ялаково-Марине, к клубам, к тусовкам. Там хороший пляж, действительно, в Edition. Я его не упомянула в этом видео, потому что, опять же, мне этот отель чем не нравится. Он очень зажатый, там крутые подъемы, там толком нет такого, знаете, воздуха, территории, погулять. Зачем мы едем на курорты в Турции? Я люблю отели, где есть пространство, где есть природа, где можно соприкоснуться, собственно, то, для чего ты едешь в отпуск, да. Поэтому я даже Edition не включаю. Почему я сравнила с Лужей? Потому что очень популярно, особенно у славян, очень популярен отель Лужа и Титаник. Его главный плюс, что он очень близко к аэропорту, буквально 15-20 минут. Вот. Но опять же, как я сказала, эскалаторы, насыпной пляж, бухта, где такая достаточно стоячая вода, люди, которые сидят друг у друга на голове. Поэтому там не очень понятно, это отель для детей или отель для любителей высокой кухни, или для любителей тусовок. В общем, там как-то все соединилось. В общем-то, по сути, это для тех, кто хочет немножечко, скажем так, так, круто отдохнуть, я бы так сказала. Но назвать этот отдых комфортным, роскошным, действительно элегантным, но. Титаник рядом, тоже, в принципе, такая же история. Поэтому Мандарин, потом я бы назвала все-таки Edition как-никак, потому что у него хорошая репутация. Вот. Дальше, возможно, Макс Рояль Скорпиос, дабы я их объединила, и уже потом уже Лужа и Титаник. Это совершенно разные категории. То есть, Мандарин, как я сказала, не подойдет только тем, кто хочет бесконечно тусоваться, кому нужен вайб, кому нужно, чтобы ему, сидя за столиком в ресторане, кто-нибудь курил сигару. Вот. И, в общем, за таким вайбом вам следует отправиться как раз в Лужа, в Edition и другие подобные отели. Вот.
Вы скажете, есть еще отель Мэд в Бодруме. Да, он считается тоже достаточно роскошным отелем, но мне лично он не нравится тем, что он находится очень близко к центру. И вы, по сути, летом живете в бесконечных пробок, куда-то выехать, доехать достаточно сложно. Поэтому там единственный вариант — это пешком идти гулять в центр. Иначе вы стоите в пробках. Вот. По сути, до Ялаковак-Марины вы даже иногда, может, и не доберетесь, потому что въезд в Ялаковак-Марину вечером, кто знает, кто был в сезон, может занять от получаса до часа, потом еще и поиск парковки, поэтому, видите, опять же, если вы едете за тусовкой, конечно, вы будете искать места в центре Бодрума, ближе к Ялаковак-Марине. Но если вы ищете роскошный, классный, элегантный отдых, то только Мандарин Ориенталь. Других вариантов нету. Поэтому, если выбираете конкурентов между Мандарином и Макс Рояль, однозначно выбирайте Мандарин Ориенталь. Потому что Макс Рояль — неустроенная территория, плохой сервис. Даже вот такая простая вещь, но вот вы приезжаете, вы садитесь в багги, так как с вами будут разговаривать, обращаться водитель багги в Мандарине, и так это в Макс Рояле и Скорпиус, это просто небо и земля. Поэтому, друзья, я думаю, что вы все поняли, а мы с вами пойдем погулять по территории, я вам покажу, как здесь все красиво, вы влюбитесь в этот отель, и вы поймете, что это действительно стоит своих денег. Ну что, погнали! Дальше, спускаясь из ресторана, вы отправляетесь в сторону бутиков. Вот вся вот эта часть между пляжем и, по сути, территорией отеля, это все бутики. Вот список их и есть. Появился в этом году Ало. Очень популярен теперь этот бренд в Турции. Вот. Ну и, собственно, все бренды такие известные. Помимо еще есть, по-моему, Фиолос, есть Блюминт, есть много разных мелких еще магазинчиков. Golden Goose, по-моему, появился еще в этом году. Поэтому можно здесь совершить очень прекрасный и объемный шопинг. Как раз и баги есть. Еще, видите, люди отдыхают. Видимо, на пляж. Как раз здесь рядышком бутик Dior. И один из бассейнов. Их несколько на территории отеля. Не удивляйтесь, что сейчас пусто, потому что буквально конец сезона, и все уже закрывается. Но в чем преимущество этого отеля, что его территория настолько большая, что даже в самый хай-сезон, когда я здесь бывала, все равно можно найти место так, чтобы быть немножко в отдалении от всех. Моя лично очень любимая часть этого отеля. Я очень люблю этот бабл, плетеное кресло, здесь зависать в нем. Была вот я, по-моему, это было в прошлом году, открытие Cartier. Ван Клифф очень многие любят, я знаю. Ну, как видите, бутики уже закрылись буквально пару недель, потому что сезон подошел к концу. Но, в общем-то, все, что вы сейчас видите, буквально через 4-5 месяцев будет уже снова открываться на сезон 26. Пикадос, украшение известное. Видите, еще есть бутики, которые открыты. Я лично хочу зайти в Блюмин. Я знаю, что здесь есть женская коллекция. Вот, собственно, полный список магазинов, которые находятся на территории отеля Мандарин Ориенталь. Ресторан Гиги, достаточно популярный и известный. Многие не могут найти Ало, потому что он находится не на улице с отелями. Я вам сейчас покажу, где он находится. По пути в сторону пляжа.
Вот здесь вот в уголочке можно найти этот магазинчик. Смотрите, какая сегодня кристально, просто чистая вода. Даже смотрю, кто-то купается. Смотрите, какой изумительный пляж. Ну, как видите, здесь совершенно не нужно баги. Буквально 3 минуты от ресепшена, и вы уже находитесь на шикарном пляже. Сердечко. На пляже, конечно же, есть свой пляжный ресторан. Конец сезона, очень много пустых шезлонгов. Практически никого нету на пляже. Сейчас я вам очень близко покажу, какой здесь пляж. Какая здесь водичка. Ну и вот отсюда вы можете видеть, прекрасно разглядеть территорию отеля Макс Рояль Скорпиус. Собственно, на левой части находится отель Макс Рояль, на правой стороне Скорпиус. И там бухта, небольшой залив. Все находится очень рядом. Буквально пешочком можно дойти. Здесь галечный пляж, песочек, они в целях сохранения природы, такого бережного к нему отношения только там. Ну, а здесь приятная галечка. Ой, вода уже ледяная, не знаю, как люди купаются. К сожалению, прям так вот по кантику прогуляться невозможно из-за гальки. Проваливаешься буквально. Вот, ну, по песочку можно наверху погулять. На самом деле, здесь очень легко так занырнуть. Там есть удобный заход. Красиво. Das sind ja die Zeige, die der Veganer eigentlich auch. Здесь есть также каваны такие наверху, такой зеленой части. Отсюда тоже открывается очень красивый вид. Большое преимущество, опять же, мандарина тем, что у вас, если у вас есть вилла, резиденция, вам есть возможность иметь отдельные баги, а не ждать каждый раз по звонку. Запыхалась. Вот, поднялась в пляж. Как я уже показала, на территории магазин Бейман, то есть все бренды собраны. И ресторан Рока, который тоже был очень популярен этим летом. В общем, как видите, на территории и шопинг, и рестораны, и пляж. Все в одном. Самое главное, красивая зеленая территория. Сосны, акации, бугенвиллии, гибискус. Вот там вот, да, рос, мы с вами снимали. Что еще нужно? Также на территории Мандарин Ориенталь находится пляж Лука Бич, известный. Там очень много ресторанов, тоже магазинов и шопинг. И самое главное, что тоже очень хороший белоснежный
пляжик. Там будет меньше детей, вечеринки, музыка. В общем, другой совершенно вайб. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот коротенький такой импровизационный обзор. Я не турагент, я просто живу в Бодруме, я просто знаю этот город, чувствую его, люблю его и, собственно, делюсь теми местами, в которых бываю. Поэтому хотела вам, собственно, показать тоже и Мандарин Ориенталь, потому что весь, собственно, мое лето, собственно, как будто бы было посвящено только Макс Рояль и Скорпиус, и могло показаться, что это место прям идеальное, и оно самое лучшее в Бодруме. Но это не так. Просто в Мандарин Ориенталь нету никаких таких программ или каких-то таких вот, скажем так, возможностей бывать здесь регулярно, вот, и скорее от случая к случаю, поэтому видео из Скорпиус, из Макс Рояля было больше. Но, как видите, в этом месте бывать настоящий праздник, поэтому Ева Рейки Travel, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, я об этом никогда не прошу, но если вдруг у вас появится желание что-нибудь написать в комментарии, может быть, какая-нибудь заявочка, что вы хотите увидеть в Бодруме, какое место показать, о каком месте вам рассказать, поэтому пишите, всем рада на своем канале, до встречи в новых включениях, па-па! Возле бассейна есть ресторанчик и небольшая, но очень милая и симпатичная детская площадка.